Всем привет! Меня зовут Каплина Елена, и добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я хотела бы поделиться с вами рецептом несладких маффинов, которые нравятся не только взрослым, но и детям. Такие маффины являются прекрасной альтернативой бутербродам и даже хлебу. Они сытные и в то же время полезные, так как в их состав входит цельнозерновая мука. И к тому же это прекрасный способ накормить ребенка сыром. Особенно того, кто не любит сыр в обыкновенном, в простом виде. Итак, что мне понадобится для приготовления маффинов? Как я уже упоминала, в их состав входит цельнозерновая мука. Поэтому я беру цельнозерновую муку 175 грамм. К ней я добавляю 200 грамм муки пшеничной высшего сорта. Далее я добавляю 2 чайные ложки разрыхлителя и без малого чайную ложку соли. Это вообще на ваше усмотрение, как кому нравится. Надо не забывать, что сюда еще пойдет сыр, а он соленоватый, поэтому соли много добавлять не стоит. Все это я хорошенько перемешиваю венчиком, чтобы и мука, и разрыхлитель, и соль соединились, и равномерно все это распределилось. Так, перемешала нормально. Теперь я беру кисломолочный продукт. У меня в данном случае кефир. Кефира у меня 270 грамм или 270 миллилитров, кому как удобно. Кефир у меня, предупреждаю, что комнатной температуры, так как я буду использовать растительное масло, кокосовое, а оно при взаимодействии с холодным продуктом быстро затвердевает. Я смешиваю кокосовое масло 100 грамм и 270 грамм кефира. И добавляю туда 2 яйца. Теперь все это хорошенько перемешаю. Я буду использовать вилку, потому что ей так удобнее, не расплескается однозначно, когда жидкость. Условно у меня все компоненты поделены на 2 вида. Сухая часть и жидкая часть. И теперь мне надо соединить сухую и жидкую часть. А сыр я буду добавлять в самом конце. Хотела бы добавить, что маффины можно сделать более пряными, если добавить туда, например, немножко черного перца или мускатного ореха, будет очень ароматно. Или же чуточку тимьяна, будет очень ароматно после того, как выпечется продукт. Так, я смешиваю 2 части, жидкую и сухую. Делаю это все сразу, ничего не боясь. Перемешиваю я до грубого состояния. Мне не обязательно там все абсолютно так размешать уж тщательно. Все, этого достаточно. Теперь я сюда добавлю сыр. Сыр у меня в данный момент пармезан. Но сюда можно добавить любой твердый сыр. Особенно хорошо будет здесь чувствоваться чеддер. Он такой пряный, ароматный. В общем, замечательно подходит сюда. Я уже пробовала делать не раз с чеддером. Мои домочадцы разметают такие маффины на ура. Так. Тесто у меня получилось замечательной консистенции. Все перемешалось, увлажнилось. Я думаю, сыр у меня тоже распределился по тесту. Теперь надо наполнить непосредственно формы для маффинов тестом.
Я использую бумажные вот такие вставочки. Они очень удобные. Тогда не придется мыть форму, отмывать. Кстати, еще забыла сказать, что при приготовлении вообще любой выпечки надо заранее разогреть духовку. Я это, конечно же, сделала. Я поставила духовку в режиме конвекция на 200 градусов. При такой температуре я и буду выпекать данные маффины. Ну что ж, теперь я непосредственно буду наполнять маффины тестом формы. Сейчас я так грубо ложу, приблизительно там по ложке, а потом уже, когда я заполню абсолютно все формочки, то буду уже смотреть, куда, может быть, стоит будет добавить еще. Так, мне осталось совсем немножко. Кстати, этот рецепт вообще в принципе универсальный, его можно обыграть как только ваша фантазия пожелает. Например, их можно сделать сладкими, использовать еще и добавить сахара сюда вместо там сыра, перца или еще там каких-то специй. Можно добавить сюда замороженных ягод, например, прекрасно подойдет черника, малина, черная смородина. Ну, насчет клубники не знаю, но ее желательно, в принципе, измельчить, потому что формочки, так как это для маффинов, и они небольшие, а клубника, в принципе, по размерам у нас там немного побольше, поэтому надо, в общем, смотреть, чтобы все это было соразмерно. Так, где-то я, может, и переборщила, но ничего страшного. Это же обыкновенные домашние маффины. Главное, чтобы они были вкусные. Ну, конечно, эстетический вид тоже важен, но не всегда так получается. Желательно, конечно, распределить тесто одинаково в каждой форме, чтобы время выпечки было одним. Потому что если мы будем доставать, например, какие-то уже пропекутся, какие-то не допекутся, а этого нежелательно делать. Ну вот, в принципе, я закончила раскладывать тесто по формочкам. И теперь я готова их отправить в духовку выпекаться, как я уже говорила, при 200 градусах режим конвекция на 15-20 минут. Ну, все зависит от вашей духовки. Проверять готовые маффины я буду деревянной зубочисткой. Если она выйдет сухой, значит маффины испеклись. Ну что же, я отправляю маффины выпекаться. И забываю о них где-то на 20 минут. Так, уже прошло 22 минуты, и мои маффины, я думаю, уже готовы. Какие они румяные, загорелые, вы только посмотрите, а это все благодаря сыру. А какой аромат стоит. Ну что ж, им надо дать немножко отдохнуть, а потом будем пробовать. Сейчас я переложу их на красивую досточку. Что прям слюнки текут. До чего же хорошо получились они. А главное, это все сделано с любовью. В магазине такое не купишь. Чик. Только посмотрите, как это красиво смотрится. Как вы знаете, теплое и горячее тесто есть нельзя, им надо немножко подостыть. Я очень надеюсь, что вам понравился мой рецепт несладких маффинов с цельнозерновой мукой и сыром. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а непосредственно сам рецепт я размещу под видео.